Итак, у нас машина троит. Это Opel Astra J 1.6, 16 клапанник. И у нас интересный двигатель Z16XEP. На Chevrolet Aveo такие были и так далее. С кондиционером в данном случае. Свыше 2500-3000 оборотов начинает троить. В общем, в принципе, первый цилиндр перестает работать. До меня здесь меняли и лямбда-зонд, и первый, там, и второй, ничего не помогало. И меняли свечи накала. Вот, что только не делали. Если честно, то я снимал уже катушку зажигания отсюда. Вот она здесь под этой крышечкой находится. Вот, ну, я ничего не увидел. Поэтому на сегодняшний день мы сделаем немного по-другому. Вот у меня есть, спасибо Алиэкспрессу, такие вот очки с линзами. Вот, соответственно, наш инструмент, любимые ешки, торксы в том числе, это Opel. Есть у нас вот этот самый щупы обязательно. Почему? Потому что вот даже сейчас вот мне тесть Григорьевич в багажнике оставил еще эти самые старые свечи. Ну, действительно, их трудно сейчас вытянуть, эти колпачки одной рукой, потом покажу. Ну, там видно, можете мне на слово поверить, что там больше 0,9 уже был зазор, из-за чего, может быть, катушка, кстати, и пробила. Самое интересное в этом двигателе, что ты не всегда увидишь этот момент пробития. Но с помощью сканера мы определили, что это первый цилиндр, то бишь это вот с этой стороны. И вот мы внимательно его, колпачок там снимем, мы будем внимательно осматривать. И я думаю, что мы найдем там, где там пробой. Вот. Первый раз я, так сказать, по бырику снял, посмотрел, то вроде нормально, ну, как бы еще поезжу, посмотрю, сбил ошибки, думал, может, в принципе, действительно из-за свечей. Ну, в общем, сейчас буду пока разбирать, пока поставлю на паузу, пока именно так. Вот, и на всякий случай, кстати, взял эпоксидку. Если там будет пробой, трещина, мы будем пробовать излечить это дело эпоксидкой. И они именно рекламируют, что именно эту эпоксидку. Но я взял, смотрел инструкцию, чтобы была она диэлектрическая, то бишь не пробивала ток для пластмасс, для металла. В общем, все это она акфиксовская, вот такая. Были там и другие, ну, я взял именно эту. Как бы вроде фирма более-менее нормальная. Я клеями двухкомпонентными пользуюсь с ними. Кто смотрел, у меня на канале есть, как я клеил для своего Форда бампер. И в принципе держится год-полтора, ну пока опять не коснешь. Понятно, что не так сильно держится, как родимый пластик, но время как бы идет, поэтому как-то так. Так, ставим пока на паузу, потом включаемся дальше. Вот из всего момента разбора, снятия вот этой вот катушки, я хотел бы показать, крышку не показывал, я думаю, все снимут. Вот здесь вот фишка вот эта вот, она двух разновидностей есть. На Chevrolet там еще красная задвижка здесь есть, здесь ее нет, за вот этим язычком. И сначала ту задвижку сдвигаешь вправо, а потом поддеваешь вот этот вот язычок, потому что вот именно тоненькой отверточкой. Почему? Потому что вот я сейчас назад защелкну пальцем, вот я нажимаю, нифига. Она или уже от времени, она вибрирует, но ты просто сломаешь. Обязательно тоненькой отверточкой вот так вот и делаем, чтобы не сломать, не дай бог, эту фишечку. И тянем второй рукой. Ну, второй рукой не могу потянуть, потому как она снимает, поэтому этого показывать не буду. Но я думаю, понятно. Ставлю на паузу. Так, вытянули эту злосчастную катушечку. Смотрим в колодцы. Осматриваем, чтобы не было масла, не было мусора.
чтобы, не дай бог, когда выкручиваем свечи, чтобы туда ничего не насыпалось лишнего. Ну, масла нет, уже хорошо. Значит, с клапанной крышечкой все отлично. Так, визуально, вот, если честно, без этих самых, я ничего здесь не видел. Ну, одену очки, сначала найду, а потом вам покажу. Итак, все вытащили. На свечах у нас одинаковый нагар, но могу вам сказать почему. Потому что я сбросил ошибки, и я не превышал 2500 оборотов. Не очень удобно, но ездил так, ну, около 100 километров там. Поэтому нагар одинаковый. Хотя, когда первый цилиндр не работал, я первый раз снимал катушку, здесь было светлее. То есть не воспламенялось. Так, тогда я не мерил зазор, теперь меряем. И мы понимаем, что у нас надо немножко сделать меньше. У нас где-то единичка. Сейчас я взял два щупа 0,04 и 0,05, чтобы получилось, вернее 0,5 и 0,4, чтобы получилось 0,9, как по заводу. Так, я уже промерил на этих свечах, те, которые поменял Григорович. У него здесь разный зазор был, и на одной, там где-то вот здесь, по-моему, если видно, тут больше даже миллиметра. Но это родимые свечи, около 40 тысяч прошли. И что мы видим, почему у нас действительно не работает наш цилиндр? Первый, это вот. Сейчас подхожу к свету. Вот у нас пробой. Вот и вся причина. Будем лечить. Это оригинальная у нас оригинальная катушка. Сейчас по отзывам новые катушки не очень хорошие. Поэтому постараемся вылечить эту. Значит, что мы делаем? Мы взяли, в принципе, эпоксидку, но так как мы не дома, а в гараже у Григорьевича, а ехать нам надо сегодня, мы будем пробовать правильным методом, еще тоже одним. Не эпоксидкой расковыривать тут и лепить, а с помощью вот у нас есть такие вот вещи, как термоусадки, причем высоковольтные. Вот есть низковольтные, более низкого качества, есть более высоковольтные. То есть мы попробую я сделать из двух частей. То есть сначала вот такую тоненькую, именно тоненькую, потому что нам еще колпачок тут одевать. Вот сюда. Но боюсь, что в этой части вот еще, чтобы сюда не пошло дальше пробой, я потом вторую часть все-таки одену еще вот эту потолще, вот так сверху еще полностью вот сюда ж. Ну, я видел так, как люди делают. Вот. И я думаю, что будет ездить вот с помощью фена, обычного фена. Женщины нам подогнали вот наши старенький фен, ним мы пользуем. Ну, в принципе, дальше можно не рассказывать. Дальше ставим пока на паузу. Вот, собственно говоря, почему одного этого кусочка недостаточно. Вот, как видите, здесь получился зазорчик. То есть я его плотно присаживал, но когда нагревается, она усаживается, термоусадка, все равно вот. А у нас пробой, как мы помним, вот здесь. Его даже чуть-чуть видно. Вот здесь. Вот он. Поэтому мы еще вторую насадим полностью, аж сюда. И я надеюсь, что я колпачок надену. Но это понятное дело, что отрежем. И, кстати, фен наш обычный, вот он не помог. Пришлось использовать китайскую маленькую горелочку. Спасибо, вот я такой наборчик на Алиэкспрессе купил. Вот в такой коробочке шел, там какие-то насадочки. Ну, это паяльник, в принципе, газовый паяльник. Но я его использую уже третий раз как горелочку, я не помню уже. Ну, неважно. Как-то так. Так, продолжим. Так, в итоге у нас получилось вот как-то так. Второй слой еще
термоусадки поплотнее, уже сверху донизу. И надеваем колпачок и чистим и выставляем зазоры на свечах и устанавливаем. В принципе, тот, кто подписан на мой канал, тот узнает, там я неделю поезжу. Если не будет следующего видео, что что-то не так, хотя бы шотся, то все будет в порядке. Ну, скорее всего, что так оно и будет, потому что у людей в основном так оно и есть. Есть люди по 30 тысяч уже отъездили именно. Вот. Единственная проблема это вот действительно вот этой термоусадки. Есть на клеевой основе, говорят, она не подходит. У меня обычная и вроде высоковольтная. Ну, как бы вроде. Не будет все работать. Если не будет, естественно, делаю шотс, делаю второе видео с помощью эпоксидной смолы и вперед. Ну, скорее всего, что именно будет все так. Всем спасибо за просмотры, всем спасибо за лайки, подписывайтесь, будем продолжать жить, трудиться, выкладывать нужные вещи для вас и для меня. Пишите комментарии. Еще хочу от себя добавить, что бывают случаи, что троение происходит из-за коншины. Но это уже в другом видео. Пока что у нас такой вопрос был, мы его решили. Вот как-то там. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Не могу не снять такое видео. Это не совсем как реклама, а вот опыт использования. Купил вот такой вот набор в Украине. Вот. Фирма какая-то Град. Вот. И вот делюсь впечатлениями. Это где-то месяца полтора назад я его приобрел. Очень, ну, для 2250 гривен в Украине в 25 году. Это шикарный набор. Просто, ну, во-первых, что для Opel это очень удобно. А во-вторых, что меня сегодня поразило, что это первый набор, в котором вот здесь на свечном ключе, свечной головке есть внутри нормальная резиночка. Я обычно, ну, не знаю, работая на СТО, там как бы вечно вот эта проблема выпадает свечи, особенно вот когда вот в Opel это вот колодцы, и вытащить это надо под определенным углом вытаскивать. Здесь, я думаю, да что так классно все вытаскивается. Здесь стоит, ну, просто резиночка, она там сильно не видно, там можно присветить. И она сделана так в виде шестигранничка, что она там не прокручивается, вставлена именно вот под грани. И, ну, в общем, я был впечатлен. Ребята, рекомендую, в принципе. Вот именно этот набор. Не знаю, какие там у них другие там еще какие-то наборы, но именно этот набор мне очень понравился. Для переводов будет очень полезно. Вот все вот эти торксы и эти самые ешечки. Но все равно придется вам, скажу сразу, покупать отдельно еще вот такие помельче. Не знаю, вот. Потому что здесь со средней трещоткой их нет. Есть только маленькие, вот, и большие. Иногда на Opel нужны и средние, к сожалению. Ну а так, качеством очень довольны. Эх, это оказалось не все, поэтому второе включение. В 2 слоя термоусадки у нас не влазит. Колпачок одевается, все хорошо, не буду показывать. Но он немного раздутый. Я уже просто начал отрезать термоусадку. Буду делать в 1 слой. В 2 слоя, но не вылазит. Я не могу его вставить на посадочное место. Поэтому пробуем с 1 слоем. Так, второй раз получилось чуть-чуть. Оно видно, что толще. Это уже 1 слой термоусадки.
было 2 слоя, оно вообще вот так вот, ну, еще чуть больше было. Надеюсь, что сейчас мы войдем. Вот здесь вот именно вот это вот кольцо, оно, здесь бортик. И оно не пускает. Может, если чем-то смазать было, прошло бы, но побаиваюсь. Сейчас должно получиться. Сейчас попробуем, сейчас на паузу поставлю. Так, установлено все-таки с одним слоем термоусадки, довольно, кстати, толстой, где-то около миллиметра по-любому. Все входит, все нормально. 2 слоя уже не годится, имейте это в виду. Ну, теперь уже, наверное, всем всего доброго. До новых встреч.